Итак, друзья, у меня все готово, чтобы показать вам, как летает этот планер. 99% из вас такого еще не видела. Здравствуйте, друзья! А многие ли из вас знают, что такое метательный планер? Я вас уверяю, ребята, 95% населения этой планеты даже себе не представляют, что есть такой метод запуска, как метание. Да, ну конечно же, все мы сталкивались с такой вот до боли знакомой игрушкой, которая именуется как раз таки метательным планером. А еще раньше, в детстве, мы делали самолетики вот такие. Планером назвать нельзя, конечно, это. Но тут еще неизвестно, что из них двоих лучше летает. Ну, все-таки чудо современной инженерии, по-моему, чутка получше летает. И в этом-то и весь прикол, ребята, что в наш мир айфонов, в мир мега развития электроники нам продают для активного отдыха и для нас, и для наших детей не более, чем вот это. Вот не более. Хотя есть штуки гораздо более интересные. Я довольно-таки долго старался найти, где купить такой кит-набор. Самому делать его, друзья, очень небюджетно, потому что здесь нужны просто охренеть, какие крутые формы, чтобы формовать такой карбон, особенно крыло. На формовку крыла нужна форма целиком фрезерованная из дюралюминия D16T, потом все это дело сверху накрывается тоже такой же плитой, с фрезерованными профилями. Внутрь закладывается карбон, закладывается середина из необычного в данном случае материала, именуемого Роксосель. Так, а тут вот как раз таки на крыле и не видно ничего, но видно на стабилизаторе. Видите, пористый материал наподобие пенопласта, но только он по своим характеристикам покруче. Видно, жесткость у него повыше, и в итоге масса легче получается. Сколько весит это все, как вы думаете? Сколько весят эти технологии? Ну давайте посмотрим, сколько весит стабилизатор. Весит он 8 грамм. Крылышко весит, причем что оно не самое легкое у меня в классе. Ну то есть я заказал, чтобы у меня было немножко потяжелее, оно попрочнее. 117 грамм вес крыла. Вы не думайте, что если я приобрел кит-набор, то это все сразу у меня быстренько получилось. Нет, нет, нет. Я всю зиму собирал его. Ребята, я смаковал, делал все потихонечку, помаленечку. Все очень четко вклеивал. Все очень аккуратненько делал. Вот единственное жалко, что я в эпоксидку не добавил черной пудры. Тогда бы вообще вот таких вещей не было бы заметно и вообще супер было бы. Но зато я все склеил геометрически правильно. Внутрянка здесь вообще необычная, потому что все довольно-таки компактно. Внутри установлено 4 сервы, они должны быть четко спозиционированы. Ну, я всегда стараюсь делать, чтобы качалки, кабанчики, все было в середине, чтобы минимум триммирования, все было четенько. Заказывал сверхлегкий, сверхмаленький приемник. Ну вот, видите, 4 сервомашинки. Раз, два, три, 4. И от каждой отходят тяги. Вот одна тяга, вторая тяга, третья, четвертая. Тяги, они очень тонкие. А чтобы они не гнулись под нагрузкой, представьте, какая длина такой проволочки, да? На таком-то вот расстоянии, сколько здесь, сантиметров 80. Чтобы они не гнулись, они внутри канала проходят, а канал приклеен к фюзеляжу. То есть эта проволочка принимает, можно сказать, жесткость фюзеляжа всего. И выходит лишь кончик. Кончик, да, немножко играет, но он позволяет совмещать, когда мы собираем модель, кабанчик и тягу. Даже вот эти отверстия, очень маленькие, я сверлил высокоточно, чтобы ничего не болталось. Прикручивается винтиками. Хочу заменить на пластмассовые, чтобы меньше весили. Эти весят около 1 грамма, ну а пластмассовые будут, наверное, 0,2 грамма весить. Казалось бы, да, что такое 0,8 грамм? Ну, ребята, у меня здесь центровка неважнецкая, приходится на батарейку добавлять грузики. И вот эти 0,8 грамм я если здесь сниму, я смогу еще и с носа снять, ну, примерно в 3 раза больше.
То есть еще около 2,5 грамм. В итоге больше 3 грамм веса мне удастся сэкономить. А еще, чтобы вы понимали, вот этот планер весь, он весит меньше, чем 250 грамм. Настолько он легкий. Видите, какой здесь необычный киль в форме плавника. И он довольно-таки большой. Стабилизатор немножко поменьше, стоит перед килем. Крыло очень интересное, мало того, что оно жесткое и прочное, так как целиком выполнено из карбона. Снизу имеются полоски для лучшей видимости. Сбоку имеется крючочек вот такой вот интересный. Ну а еще здесь из интересного, ребята, это то, что элероны на всю ширину крыла. И с помощью этого можно изменять форму профиля крыла. То есть в передатчике настраиваются режимы так, что иногда элероны опущены вниз, вот так, иногда чуть-чуть приподняты вверх. Ну, при этом они сохраняют способность элеронов, то есть отклонять по крену самолета. Но, тем не менее, они еще могут изменять форму крыла. Например, если чуть-чуть приподнято вверх, то этот режим используется для запуска, либо для скорости. Профиль крыла как бы выравнивается при этом. Если элерончики отклонить вниз на 5-8 мм, то профиль крыла становится вогнутый, и данный планер становится пригодным к парению. То есть он может ловить термопотоки, термики и подниматься сам вверх, сам по себе буквально. Но для этого нужен хороший заброс и надо уметь чувствовать термики. К сожалению, я пока не умею это делать, но я только учусь. Зато научился бросать довольно-таки высоко. Правда, опять же, тоже не так, как спортсмены. Ну, наверное, на пол высоты того, что возможно, я могу забросить. А еще здесь есть режим торможения. Это когда элероны отклоняются вот так. И тогда планер резко тормозит. Естественно, все эти режимы завязаны со стабилизатором. То есть при определенном отклонении элеронов стабилизатор тоже отклоняет свой руль высоты. Туда или сюда. В общем, ребята, вроде бы я всю теорию рассказал, как, что, чего и как. Ах да, забыл рассказать и показать про крючок. Вот он как выглядит. Занимался я им довольно-таки долго, обтачивал, выравнивал, делал более совершенную аэродинамическую форму, чтобы ничего нигде не торчало. А еще я сбалансировал немножечко крыло, то есть он придает некий вес, этот крючок. И поэтому я с обратной стороны добавил грузики вовнутрь из вольфрама. Вот, кстати, какая используется батареечка самосборная. Здесь у меня грузик еще дополнительно для центровки. Центровку настраивал очень долго. И вообще, в принципе, я уже совершил на нем около 100 полетов. Батареечка просто закладывается. Хватает ее где-то на, ну, может быть, на час полета. Здесь 300 мА всего лишь. И вот так вот крышечкой закрывается. После присоединения крыла к фюзеляжу мы просто заводим вот сюда тяги. Таким вот образом. Итак, друзья, у меня все готово, чтобы показать вам, как летает этот планер.
Ну вот так вот он и летает, ребят. И потихонечку. То есть такая вещь можно и наваливать очень жестко, и петли делать, и можно потихонечку летать. Оп, и посадочка. Сейчас ветерок, но он не всегда. То хорошо, то плохо получается запустить. Парение я пока особо не освоил. Может быть, термиков не было, может быть, не умею. Нашли новое место. Какая-то марсианская территория. Хотим попробовать, может быть, здесь термики есть. Пошли туда ближе к карьеру. Попробуем в пропасть кинуть его. Планер очень хочет здесь полетать, друзья. И мы предоставим ему такую возможность. Главное, самому в обрыв не улететь, ты ж понимаешь. Но вполне возможно, что там есть термики. Понеслась? Полетел. Это кайф. Ну давай еще разок. Ты видел, пришлось чуть ли не рыбкой уже. Опачки! Поймал. Это было жестко. Запускай. Классно над обрывом летать. Супер классная вещь, конечно, рекомендую. Кому было интересно, а самое главное полезно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, ребята, до новых встреч!